Здравствуйте и добро пожаловать на курс. Я действительно очень рада той возможности, что мы можем провести это время вместе. Наверняка у каждого было состояние счастья, состояние полноты хотя бы один раз в жизни. И от чего это зависит? От чего зависит наполненность человека, спокойствие и внутренняя уверенность? Это зависит от вибраций, которые человек чувствует внутри себя и излучает вовне. А от чего возникают эти вибрации? Это уже научно доказано, что вибрации издает абсолютно все. В теле человека вибрации чисто на физическом уровне возникают за счет движений молекул. Наше сердце бьется, наша кровь течет. А частота этих вибраций, то есть то, как человек себя чувствует, то ли он в депрессии подавлен, то ли он счастлив и наполнен, это зависит от эмоций и мыслей. И чем выше уровень позитивных, скажем по-простому, позитивных эмоций, уровень позитивных мыслей, тем более высокие вибрации чувствует человек внутри себя и излучает, и это чувствуют другие люди. И чем же мы займемся на этом курсе? Мы с вами освоим азы игры на гитаре, постановки рук, звукоизвлечения, научимся настраивать инструмент. И потом мы приступим к изучению этого волшебного произведения, которое поможет вам выровнять свои вибрации, которое поможет вам успокоить себя, а также всех тех, кто находится вокруг вас. И вы получите основы того, как вы сможете импровизировать. Это вам поможет впоследствии, когда вы будете играть следующие произведения, а также вполне возможно, что это вам поможет начать писать и придумывать свою музыку. Это поможет изменить частоту и уровень вибраций как в вашем теле, так и вокруг вас. И это самое главное. Я желаю вам звучать, я желаю вам быть в высоких вибрациях, и я желаю вам просто быть счастливыми. Добро пожаловать! Что тут важно учитывать? Название струн. То есть, если в русском языке используем мы до, ре, ми, фа, соль, ля, си, то во всем остальном мире используется буквенная аббревиатура. Первая струна – это высокая Е, вторая струна – это Б, третья струна – это G, четвертая струна – это Д, пятая – А, шестая – Е. Тут важно знать, что есть очень много различных тюнеров, которые можно купить. Мне больше всего нравится мини-тюнер фирмы D'Addario. Ну и, конечно, приложение для айфона, оно всегда хорошо работает. Мне больше всего нравится Track Tuner. Я подготовила для вас табличку, где вы можете посмотреть последовательность названия нот, букв, что зачем идет, и тогда вы будете знать, вам нужно подтягивать струну наверх или опускать ее вниз. Вот, например, ми, первая струна, е. Она ниже, поэтому мы подтягиваем ее наверх, натягиваем. Вторая струна, наоборот, показывает ноту до, с, поэтому нам ее нужно опустить. Сейчас я покажу вам, как настроить тюнер на 432 Гц. Вы заходите в настройки, в тюнер, и теперь нажимаете на показатель Герц. И здесь выставляете нужное вам число. Задаю 432 и подтверждаю. И вы видите, если вы включаете тюнер, то у вас уже показатель 432 Гц. И теперь вы переходите в нормальные настройки, в тюнер, и работаете, как всегда работали. Тут есть, в этом приложении есть два вида тюнера. Один с волнами, второй вот такая стрелочка.
Основная ошибка при настройке гитары по слуху. Очень многие знают вот эту схему, то, что мы настраиваем первую струну. Первую струну можно, кстати, настроить либо по камертону, либо по другому инструменту, по фортепиано, или просто по звонку с мобильного телефона. Если вы кому-то звоните, то вы услышите гудок, это первая струна, пятый лад, нота ля. То есть вы можете кому-то позвонить, и пока идет гудок, просто настроить первую струну. И потом ошибка, которую зачастую делают люди, настраивая по схеме вторая струна пятый лад, третья струна четвертый лад, четвертая струна, ну все остальные струны пятый лад. То, что они слушают, сравнивают похоже. Вторую струну настроили, то есть это совпало. Теперь берут вторую открытую струну, настраивают по ней третью струну, потом настраивают по третьей струне четвертую струну, потом настраивают пятую струну. И что происходит? Настраивая струны одну за одной, если вдруг мы сделаем небольшую неточность при настройке второй, третьей или какой-то последующей струны, все остальные струны у нас будут точно так же расстроены. Что нужно сделать? Нужно настроить вторую струну и потом проверить по октаве. То есть мы играем вторую струну открытую и октаву, ту же ноту си на первой струне. Потом мы настраиваем третью струну. Совпадает. Теперь мы проверяем по первой струне. Октава. Октава – это первая струна, третий лад, нота соль. Совпадает. Теперь четвертая струна у нас. Вот видите, уже тут расстроена. Еще лайфхак, как наиболее точно настроить гитару. Настраивать гитару нужно очень тихо. Если вы играете тихо, то максимально точно слышно, как совпадают у вас ноты. Итак, теперь октава, нота ре, это первая струна, 10-й лад. Теперь пятая струна настраиваем по пятому ладу. И теперь проверяем октавы. Октавы на первой струне. И точно так же шестую струну. Тоже не строит. Вот по пятой сейчас строит. Проверим, что у нас происходит с октавой. С первой струной довольно нормально. Как бы вы ни настраивали гитару, всегда проверяйте по одной струне.